Здравствуйте, ребята! Посмотрим, что там внутри. Мы используем для маусгана почти такой же набор деталей, как и для трубы. Для трубы мы используем плату Arduino Leonardo, а для маусгана мы используем обычный Arduino. Корпус был распечатан на 3D принтере. Здесь используется много кнопочек, 4 пластиковых и 2 металлических кнопочки. Один концевой выключатель мы используем для курка. Вот он сюда вставляется. Так. Вот. А еще у нас есть тумблер для питания. В качестве питания мы используем аккумулятор из павербанка. Он вставляется в рукоятку. Также, когда его сделать, здесь выходит разъем для зарядки. Переключатель с курком, его металлическая площадка подключается к датчику касания. Для маусгана используется датчик касания TTP223B. Датчики касания, которые используются в трубе, хорошо работают с проводом, а в маусган лучше вставить TTP223B. Металлическая часть кнопок подключается к датчику касания. Мы используем 2 датчика касания. Один соединен проводом с курком, другой с металлической частью кнопок. Посмотрите внимательно на кнопки. Одна с металлической частью, вторая просто пластиковая. Благодаря датчикам касания устройство имеет 3 режима управления. Когда мой палец, указательный палец, касается курка, я таким способом делаю поворот персонажа. Когда я ничего не касаюсь, маусган в режиме для битья. Если мой большой палец касается металлических кнопок, то устройство работает в режиме мышки по координатам X и Y. То есть можно смотреть вверх-вниз, вправо-влево, вращаться как мышкой. Когда я касаюсь указательным пальцем курка, то работает только ось X, что позволяет довольно интенсивно поворачиваться в игровом процессе. Когда я нажимаю курок, срабатывает удар. Такое разделение управления облегчает процесс игры. Это координационное устройство. В качестве радиомодуля мы используем NRF24L01. Он посылает сигнал в трубу. Kickfighter. Давайте теперь разберем трубу. Сначала снимем всю изоленту, которая нам мешает. Защитный слой, который я намотал, чтобы была лучшая опора в ногах. Так, зеленую мы смотали, приступаем к сматыванию красной. Сейчас мы снимем боковую изоленту желтую, она придерживает кольца. Снимаем крышки. Провод придерживается дополнительными элементами на шурупах. Так, крышечки я снял, они напечатаны на 3D принтере. Вот видно, что одна с дыркой, куда мы вставляли провод, вот этот. Снимаем кольца. В качестве колец мы используем подшипники внутренним диаметром 110 мм. Идея состояла в том, чтобы они выполняли ту же функцию, что и колесико мышки. Но они могут быть и кнопкой при прикосновении ногой. Между кольцом и колесом установлена прокладка с этой и с этой стороны. Деталь напечатана на 3D принтере. Кольца прижаты к контактам, которые при помощи провода присоединены к датчикам касания. Сейчас мы снимем контактные площадки и открутим их от провода. Мы используем колеса из мягкого полиуретана, выточенные на токарном станке. Внешний диаметр такого колеса меньше 22 сантиметров, а внутренний диаметр меньше 11 сантиметров.
Это необходимо, чтобы колесо плотно насаживалось на трубу. Это наша третья версия колес. Первые были выполнены из твердой резины. Это неудобно. Вторые помягче, с классическим полукруглым протектором. Третья версия под углом в 90 градусов для лучшего сцепления с поверхностью и более точного управления. Длина трубы 68 сантиметров. Длина этой втулки 12 сантиметров. А диаметр трубы 110 миллиметров. Электронный блок держится на шурупах. Сейчас мы его снимем. Для удобства снятия и установки мы используем трубу меньшего диаметра, чтобы вытащить нашу электронику. Так, сблизка. Здесь установлено 2 датчика касания. Так, дальше здесь один гироскоп-акселерометр по центру. Он называется МПУ 6050. Так, с обратной стороны переворачиваем. Тут нам чуть получше подсветить. Видно, плата Arduino Leonardo там установлена. И вот здесь в углу все равно слабо видно. Вот эта плата, которую я раньше показывал. Радиомодуль NRF24L01 для обмена данными с маусганом. Также мы видим микрофон 1. Вот он сверху. И с другой стороны микрофон 2. Второй микрофон. Так. Плата закреплена на детали, сделанной на 3D принтере. Также на 3D принтере мы сделали элементы крепления для микрофонов. И тут есть еще элемент крепления для провода. Вот внизу их кто видит. Это не только устройство для перемещения, но и груша для битья. Поэтому мы добавили 2 микрофона. Труба имеет хорошие акустические свойства. И микрофоны дополняют данные гироскопа-акселерометра. Так, самое позитивное из психологии в данном изобретении то, что данный игровой контроллер для ног можно накатывать ногами. Собственно, при вот этих накатах происходит разогрев стопы ноги за счет накатываний, движений, поворотов, ударов. То есть горячая стопа ноги снимает стресс, очень сильно снимает стресс, что является очень позитивным результатом для улучшения психологического самочувствия. Просто надеть на трубу 2 колеса и катать никому не интересно. Современные люди привыкли играть в компьютерные игры. Для этого и нужно все это техническое устройство, когда можно снимать стресс, играя в компьютерную игру в очках виртуальной реальности. И также на большой плазме. Но, конечно же, удобнее в очках. Тогда человек играет и успокаивает нервную систему. Благодарю за внимание.